Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, что же нас ждет в июне этого года. Вы попросили нас рассказать о пророчествах и интересных от Константина Дорогана, какие у него астрологические прогнозы. Давайте поговорим о каких событиях и вызовы нас ожидают в июне и как к этому подготовиться. Обязательно прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите изобилие. И в этот момент представьте, что в вашей жизни действительно изобилие, достаток и благополучие. Итак, друзья, давайте вместе с вами будем начинать. Итак, что же будет в июне 2024 года? Давайте вместе с вами разбираться. Итак, друзья, сегодня мы с вами обсудим важные аспекты геополитического и астрологического прогноза от известного астролога Константина Дорогана. Более 30 лет он посвятил изучению астрологии, став автором оригинальных методик прогнозирования и анализа астрологических данных. Многие из его предсказаний уже сбылись и продолжают осуществляться. Давайте рассмотрим самые актуальные из его последних прогнозов. Константин Дороган использует астрологические методы для анализа текущих событий и прогнозирования будущего. Его прогнозы основываются на движении планет и их влиянии на мировые процессы. Дороган предсказывает значительные изменения в мировом порядке, начиная с 2024 года. Эти изменения будут связаны с трансформацией политических и экономических структур. Согласно его прогнозу, многие страны начнут искать новые союзы и переформатировать свои международные отношения. И, в частности, Россия будет играть ключевую роль в этом процессе, становясь центром притяжения для многих стран. Астролог указывает на 2024 и 2025 годы как на времена, когда цивилизация переживает глобальный переход через рубеж эры Водолея. На своем официальном сайте он подчеркивает, что многое из того, что будет актуально в 2024 году, останется значимым и в последующем. Однако эти 2 года являются критическими для всего мира, поскольку прошлое и будущее глобально разделяются, не оставляя возможности для возвращения к внешнему порядку вещей. Астролог прогнозирует, что 2024 и 2025 годы будут временем серьезных геополитических изменений. Многие страны будут вынуждены пересмотреть свои международные отношения и искать новые союзы. Это приведет к формированию новых политических блоков и изменению мирового порядка. Константин Дороган указывает на Россию как одну из ключевых стран в переходе к эре Водолея. Он считает, что Россия будет играть важную роль в формировании новых международных союзов и станет центром инноваций и экономического роста. Влияние России на мировую арену значительно усилится в этот период. Экономические изменения станут еще одной важной частью переходного периода. Астролог говорит, что 2024 и 2025 годы будут временем экономических кризисов, которые приведут к пересмотру существующих моделей и систем. Страны будут вынуждены искать новые пути развития, внедряя инновации и изменяя свои экономические стратегии. Развитие технологий станет одним из ключевых факторов экономических трансформаций. Константин указывает на важность искусственного интеллекта, биотехнологий и новых методов производства. Эти технологии помогут преодолеть экономические кризисы и создать новые возможности для роста. Россия вступает в период значительных перемен, который станет особенно важным в 2024-2025 годах. Это время ознаменуется бунтом против установленного миропорядка, основанного на так называемых правилах, перечень которых до сих пор остается неизвестным или просто-навсего отсутствует. Кто-то умело подстраивал эти правила под себя, считая себя единственным гегемоном и правителем планеты.
Однако время показало, что все не так, и Россия уже несколько лет демонстрирует это. Россия решила выступить против устоявшегося миропорядка, который формировался десятилетиями. Этот миропорядок был создан и поддерживался определенными странами, которые считали себя гегемонами и имели влияние на глобальные процессы. Эти страны устанавливались правила, которые выгодны только им, подстраивая международные нормы и законы под свои интересы. Россия же демонстрирует свою независимость и готовность защищать свои интересы, несмотря на давление со стороны западных стран. Это противостояние выражается в политической, экономической и военной сферах. Россия стремится к созданию многополярного мира, где каждый регион имеет право на самостоятельное развитие и принятие решений. Россия, будучи одной из крупнейших стран мира, играет ключевую роль в глобальной политике. Ее геополитическое положение и богатые природные ресурсы делают ее важным игроком на мировой арене. В 2024-2025 годах Россия будет продолжать укреплять свои позиции и искать новые альянсы для поддержания своего суверенитета и влияния. Россия активно ищет новых партнеров и союзников, чтобы противостоять давлению со стороны Запада. Эти новые альянсы помогут укрепить позиции России и обеспечить ее независимость. Страны Азии, Африки и Латинской Америки становятся все более важными партнерами для России в этом процессе. Один из ключевых аспектов бунта России против миропорядка – это стремление к экономической независимости. Санкции и экономическое давление со стороны Запада вынуждает Россию искать новые пути развития и самодостаточности. Это включает развитие внутреннего производства, диверсификацию экономики и укрепление финансовой системы. Россия активно развивает программы импортозамещения, чтобы уменьшить зависимость от зарубежных поставок и технологий. Особое внимание уделяется развитию высоких технологий, таких как искусственный интеллект, биотехнологии и космические исследования. Эти усилия помогут укрепить экономику и создать новые рабочие места. Внутренние изменения в России связаны не только с экономикой и политикой, но и с социальной сферой. Россия стремится к укреплению своей культурной идентичности и сохранению традиционных ценностей. Это включает поддержку образования, науки и искусства, а также развитие программ социальной поддержки. Астролог Константин Дороган утверждает, что мир уже вступает в новую фазу развития, которая приведет к созданию совершенно иного миропорядка. По его прогнозам, эта трансформация будет особенно ощутима в 2024 году и станет серьезным испытанием для Запада, который столкнется с неизбежной потерей мирового господства. Дороган подчеркивает, что будущий мир будет многополярным, где ценится не доминирование силой, а разумное взаимодействие и взаимный поиск решений, устраивающих всех. Астрологические прогнозы Константина Дорогана, сделанные несколько лет назад, продолжают подтверждаться в текущих событиях. Он предсказывал, что в 2024 году мир претерпит значительные изменения, и эти прогнозы уже начинают сбываться. Для Запада новая фаза развития мира станет серьезным испытанием. Потеря мирового господства и необходимость приспосабливаться к многополярному миру потребует кардинальных изменений как в политике, так и в стратегии. Западные страны, долгое время доминировавшие на мировой арене, столкнутся с необходимостью пересмотра своих подходов и стратегий. Они больше не смогут навязывать свои правила и нормы другим странам. Это потребует адаптации и поиска новых форм взаимодействия, основанных на равноправии и сотрудничестве. В новом миропорядке важное значение будет иметь способность к диалогу и взаимному поиску решений, которые будут устраивать все стороны. Это потребует развития дипломатических навыков и готовности к компромиссам.
Западу предстоит научиться уважать интересы других стран и искать способы взаимовыгодного сотрудничества. В условиях многополярного мира Россия будет искать новые союзы и партнерства. Это позволит укрепить ее позиции и обеспечить поддержку на международной арене. Важными партнерами для России станут страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые также стремятся к созданию многополярного мира. Константин Дороган в 2014 году, основываясь на событиях на Майдане, дал ответы на важные вопросы относительно Украины. Согласно его прогнозу, единая Украина не сохранится, и процесс дезинтеграции страны будет продолжаться в ближайшие годы. Фактическую независимость от Киева получат не только известные сейчас регионы, такие как Донбасс и Крым, но и другие. Астролог предсказал в 2014 году, что правовое урегулирование сложившейся ситуации займет многие годы, порядка 10-13 лет. Крым не вернется в состав Украины, как утверждает астролог. В ближайшие годы, особенно в 2017, 2018 и 2023 годах, Крым мог столкнуться с угрозой терроризма на своей территории. В пессимистическом сценарии произойдет разделение территорий на юридически независимые государства с собственной внешней политикой. Дороган писал, что эти процессы займут ближайшие 10-13 лет политической жизни до 2027 года, когда будут поставлены точки в государственном перевороте 2014 года. А о том, будут ли в дружественных отношениях русские и украинцы, астролог ответил утвердительно, хотя это может показаться неожиданным на фоне нынешнего накала. Он утверждает, что союзнические отношения полноценно разовьются только через 10-13 лет. Украина станет другой страной с новыми границами и государственным устройством. События периода пятилетия будут вспоминаться украинцами с такими же смешанными чувствами, с какими сейчас вспоминают эпоху Саакашвили грузины. Некоторая часть Западной Украины будет вести фактически независимую внешнюю политику в качестве региона с особым статусом или даже отдельного государства, враждебного России. Это означает, что распад Украины на несколько частей становится одним из самых ожидаемых событий в ближайшем будущем. Некоторые западные политологи и журналисты поддерживают теорию о распаде Украины. Согласно этой теории, самые враждебно настроенные к России области отойдут западным странам, в то время как на Украине сменится власть на дружественную России. Для России это время станет особенно значимым, так как страна уже несколько лет демонстрирует свою независимость и стремление к многополярному миру. Россия активно противостоит давлению со стороны западных стран и ищет новые пути развития. Россия будет продолжать укреплять свой суверенитет и независимость, развивая внутреннее производство, технологии и экономическую самостоятельность. Это включает в себя развитие программ импортозамещения и активное внедрение инновационных технологий. Россия будет искать новые международные альянсы, чтобы укрепить свои позиции на мировой арене. Страны Азии, Африки и Латинской Америки станут важными партнерами для России в этом процессе. Эти новые альянсы помогут России противостоять давлению со стороны Запада и обеспечить поддержку на международной арене. Астролог предсказывает, что международное право образца последнего столетия прекратит свое существование. Новые международные нормы и правила будут созданы в ответ на изменения в мировом порядке. Россия и Украина будут играть важную роль в формировании этих новых норм, так как они уже сейчас демонстрируют готовность к изменению существующего порядка. Астролог Константин Дороган, известный своими точными прогнозами, высказывал два прогноза по поводу инаугурации нынешнего лидера Украины 4 года назад. Один из ключевых тезисов звучал следующим образом: итогом его правления будут слезы. В этом отношении Дороган оказался прав, и слезы начались уже давно, сопровождаясь безвозвратными потерями, которые ужасают своими масштабами.
Однако, по мнению астролога, все это можно было бы избежать, если бы сохранялся прежний политический курс, не давая Западу возможности реализовать свой сценарий и полностью беря под контроль все процессы в стране. Западные страны, по мнению Дорогана, активно вмешивались в политические процессы в Украине, стремясь продвигать свои интересы. Это вмешательство привело к тому, что страна оказалась под внешним управлением, что усугубило внутренние проблемы и конфликты. Дороган считает, что Украина могла бы избежать этих проблем, если бы взяла под контроль все процессы в стране и не позволяла Западу диктовать свои условия. Несмотря на текущие проблемы, Константин Дороган считает, что у Украины есть возможности для изменения ситуации и выхода из кризиса. Для этого необходимо изменить политический курс и вернуть контроль над внутренними процессами. Первым шагом к изменениям должно стать восстановление суверенитета и независимости Украины. Это включает в себя отказ от внешнего вмешательства и активное развитие внутренних ресурсов. Украина должна стремиться к созданию устойчивой и самодостаточной экономики, способной противостоять внешним вызовам. Украина также должна искать новые международные союзы и партнерства, которые помогут укрепить ее позиции на мировой арене. Важно развивать сотрудничество с другими странами на основе взаимного уважения и равноправия. Астролог Константин Дороган предсказывает и деградацию, и планомерное снижение политического и экономического влияния Евросоюза. В ближайшие годы Европейский Союз ожидает внутренние проблемы и беспорядки, которые значительно изменят его облик. По мнению Дорогана, ухоженная, цивилизованная и демократичная Европа, какой мы ее помним по эпохе конца прошлого столетия, навсегда уйдет в ностальгическое прошлое. Ее заменит нечто новое, нестабильное и неблагополучное. Константин Дороган указывает на то, что Евросоюз столкнется с серьезными внутренними проблемами и беспорядками, что будет связано с экономическими трудностями, социальными протестами и политической нестабильностью. Европа, которая когда-то считалась образцом стабильности и процветания, будет вынуждена адаптироваться к новым реалиям. Экономические проблемы станут одной из основных причин деградации Евросоюза. Рост инфляции, снижение уровня жизни и увеличение безработицы приведут к социальному недовольству и к протестам. Ведущие экономики Европейского Союза, такие как Германия и Франция, будут испытывать значительные трудности, что отразится уже и на всем Союзе. Социальные протесты станут ответом на ухудшение экономической ситуации. Люди будут выходить на улицы, требуя улучшения условий жизни и экономической стабильности. Эти протесты могут привести к политическим кризисам и изменению правительств в ряде стран Европейского Союза. 2024 год, по мнению Дорогана, станет очередным этапом приближения к новому миропорядку и временем расставания с прежним однополярным миром, который тормозил развитие цивилизации. План Запада по контролю и доминированию, включая регуляцию численности населения на планете, провалился. Сама Вселенная, как пишет астролог, противостоит этому. Константин Дороган утверждает, что западный план по контролю и доминированию провалился. Это связано с глобальными изменениями и сопротивлением со стороны других стран и сил. Осознание этой ошибки придет в полной мере к концу 2024 года, когда стадия гнева начнет сменяться стадией торга. Стоит полагать, что в будущем эта тенденция будет нарастать, пока не настанет момент принятия потери основного влияния в мире. Астролог Дороган предупреждает о важном этапе, который придется пройти человеческой цивилизации в самые ближайшие годы. Мир вплотную столкнется с тем, что государства будут озабочены выживанием и сохранением привычного уровня жизни. В бывших ведущих экономиках Европейского Союза, в Британии и в США обострится внутренняя конкуренция между бывшими союзниками. Инфляция вырастет еще сильнее, и уровень жизни населения, к сожалению, продолжит снижаться. Это приведет к усилению социальной напряженности и возможным политическим кризисам. Прогнозы астролога Дорогана указывают на то, что Евросоюзу предстоят непростые времена.
Внутренние проблемы, экономические трудности и социальные протесты могут существенно изменить облик Европы. Это будет время перемен и адаптации к новым реалиям. Несмотря на все трудности, у Евросоюза остаются возможности для изменений и адаптации. Страны Европейского Союза могут переосмыслить свои стратегии и найти новые пути для развития и сотрудничества. Важно использовать этот кризис как возможность для роста и для своего развития. Евросоюзу необходимо искать новые союзы и партнерства, чтобы укрепить свои позиции на мировой арене. Сотрудничество с другими регионами и странами, такими как Азия, Латинская Америка, может помочь Европейскому Союзу преодолеть текущие трудности и двигаться вперед. Согласно пророчествам Ванги, Россия возвысится над всем миром, а Европа опустеет. Люди будут искать лучшие места для жизни и устремятся в Россию, где социальные условия уже сейчас во многом лучше, чем были в начале 2000-х. Это стало возможным благодаря приходу нового лидера, который выбрал прогрессивный политический курс и правильное направление развития. Его слава распространится на многие поколения, и многие будут помнить и восхищаться его профессионализмом и личными качествами. Многие ученые и политологи называют его самым гениальным политиком нашего времени, а люди считают, что сам Бог возложил на него глобальную миссию и определил лидером российского государства. Пророчества Ванги указывают на то, что Россия станет мировым экономическим лидером. Это предсказание основывается на ряде факторов, которые уже начинают проявляться в реальности. С приходом нового лидера Россия выбрала прогрессивный политический курс, направленный на развитие внутренней экономики и укрепление международных позиций. Этот курс включает в себя развитие высоких технологий, модернизацию промышленности и сельского хозяйства, а также создание благоприятных условий для предпринимательства. Пророчество Ванги также касается и будущего Европы, которое, по его словам, опустеет. Это связано с рядом причин, включая экономические трудности, социальные проблемы и политическую нестабильность. Европа сталкивается с серьезными экономическими проблемами, такими как рост инфляции, безработица и снижение уровня жизни. Эти проблемы приведут к социальному недовольству и к протестам, что усугубляет ситуацию и вызывает массовую миграцию из Европы в поисках лучших условий жизни. Социальные и политические проблемы также играют значительную роль в опустении Европы. Социальное расслоение, политическая нестабильность и рост экстремизма приводят к дезинтеграции общества и усиливают желание людей покидать свои места. Возвышение России и опустение Европы оказывает значительное влияние на мировую политику. Эти изменения приводят к формированию нового миропорядка, в котором Россия играет ключевую роль. Россия активно ищет новые международные союзы и партнерства. Эти союзы помогают укрепить ее позиции на мировой арене и создать многополярный мир, в котором каждая страна имеет право на самостоятельное развитие и принятие решений. Благодаря прогрессивному политическому курсу и улучшению социальных условий Россия укрепляет свои международные позиции. Она становится важным игроком на мировой арене, способным влиять на глобальные процессы и принимать самое активное участие в формировании нового миропорядка. Константин Дараган прогнозирует возникновение и рост новой мировой валюты, которая придет на смену доллару. Доллар, представляющий собой долговые обязательства стран мира, уходит в прошлое. На самом высшем уровне начнется межгосударственное обсуждение новой валюты, призванной заменить доллар в ближайшем будущем. Хотя реальных результатов в этом году еще не ожидается, потому что все-таки данный прогноз был написан в конце 2023 года, следовательно, результаты могут проявиться уже к концу 2024 года, 2025 годах. Для некоторых падение доллара будет трудно пережить, но процесс его полной деградации может затянуться на ближайшие десятилетия, и давая людям время подготовиться и принять нововведения. Константин Дараган указывает, что доллар представляет собой долговые обязательства стран мира.
Это означает, что его стоимость основана на доверии и экономической стабильности Соединенных Штатов, а также на долговых обязательствах, которые США выдают другим странам. В последние годы доллар начал терять свою стабильность, что связано с экономическими и политическими проблемами, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты. Основные причины падения доллара включают экономические трудности, рост государственного долга, политическую нестабильность и конкуренцию со стороны других валют. Эти факторы ослабляют доверие к доллару и способствуют его постепенному уходу в прошлое. Константин Дороган предсказывает, что на самом высшем уровне начнется межгосударственное обсуждение новой валюты, призванной заменить доллар. Эти обсуждения будут включать ведущие мировые державы, такие как Китай, Россия, страны Евросоюза и другие. Целью будет создание новой, устойчивой и независимой мировой валюты, которая сможет заменить доллар в качестве основной резервной валюты. Новая мировая валюта будет отличаться от доллара своей устойчивостью и независимостью от одной страны. Она будет основана на международном соглашении и поддерживаться многими государствами. Это поможет создать более стабильную и предсказуемую мировую финансовую систему. Константин Дороган указывает, что реальные результаты обсуждения новой мировой валюты могут проявиться уже в 2024-2025 годах. Этот период будет ключевым для формирования новой финансовой системы и замены доллара на новую валюту. Падение доллара будет нелегко пережить, особенно для тех, кто привык использовать его в качестве основной валюты. Однако процесс его полной деградации может затянуться на ближайшие десятилетия, что даст людям и странам время подготовиться к изменениям и принять нововведения. Возникновение новой мировой валюты поможет создать более стабильную и предсказуемую мировую экономику. Это снизит зависимость от экономических и политических проблем одной страны и позволит развиваться более устойчиво. Новая валюта также повлияет на международные отношения, поскольку будет требовать сотрудничества и согласования между многими странами. Это поможет способствовать укреплению международного сотрудничества и созданию новых альянсов. Константин Дороган предсказывает и значительные изменения на мировом уровне в ближайшие годы. Его прогнозы касаются не только геополитических аспектов, таких как отношения между Китаем и Тайванем, но и биологических угроз, а также развития науки и технологий. Константин Дороган прогнозирует конец эпохи единственного супергонки между Китаем и Тайванем. По его мнению, принципиальное решение проблемы Тайваня произойдет в пределах 3 лет, причем 2024 и 2025 годы будут решающими. Это означает, что в ближайшие годы мир может стать свидетелем значительных изменений в отношении между этими двумя странами. Проблема Тайваня уже давно является одной из самых острых геополитических тем. Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и стремится вернуть его под свой контроль. Тайвань, в свою очередь, поддерживает свою независимость и стремится к международному признанию. Решение этой проблемы может значительно повлиять на баланс сил в регионе и в мире в целом. Согласно астрологическим показателям, 2024 и 2025 годы будут особенно важными для решения тайваньской проблемы. Эти годы могут принести как дипломатические, так и военные действия, направленные на урегулирование конфликта. Важно, чтобы международное сообщество было готово к возможным последствиям и предпринимало меры для поддержания стабильности и мира. Константин Дороган также предсказывает, что миру грозит опасность в виде новых биологических угроз в ближайшие 2 года. Эти угрозы могут быть связаны с исследованиями в области биологического оружия и использования опасных микроорганизмов. Исследования в области биологического оружия представляют серьезную угрозу для человечества. Использование опасных микроорганизмов может привести к пандемиям и другим катастрофическим последствиям. Астролог предупреждает, что попытки исследовать самые опасные микроорганизмы могут обернуться непредсказуемыми и опасными последствиями.
Международное сообщество должно быть готово к возможным биологическим угрозам и предпринимать меры для предотвращения их распространения. Это включает в себя разработку и внедрение систем раннего предупреждения, усиление контроля за лабораториями и проведение международных исследований в области биологической безопасности. Константин Дороган прогнозирует, что научно-технический прогресс станет основным двигателем развития человечества в ближайшие 25 лет. Политика, экономика, искусство и другие сферы будут следовать за ним. Однако этот прогресс принесет не только положительные изменения, но и новые угрозы. Человечество ожидает фантастический рывок в технологиях и научном прогрессе. Новые открытия и инновации изменят нашу жизнь радикально. Прогресс в области искусственного интеллекта, нанотехнологий, биотехнологий и космических исследований приведет к созданию новых возможностей и решений для многих глобальных проблем. Однако с развитием технологий возникают и новые угрозы. Использование научных знаний не по назначению может привести к серьезным последствиям. Константин Дороган предупреждает, что возникнут новые угрозы для тех, кто не слишком осведомлен в области науки и техники. Это может включать в себя кибератаки, злоупотребление биотехнологиями и другие опасности. Одним из ключевых аспектов будущего, по мнению астролога, станет космическая экспансия. Создание стационарной научной базы на Луне и большой орбитальной станции для подготовки межпланетных перелетов станет реальностью. Однако пилотируемая экспедиция на Марс в 2030 году, вопреки ожиданиям, не состоится. Звезды говорят о другом развитии событий, которое может включать в себя новые открытия и достижения в области космических исследований. Также Константин предсказывает значительные изменения в различных сферах жизни, которые ожидают мир в ближайшие десятилетия. Константин предсказывает, что мобильные телефоны станут устаревшими и уйдут в прошлое. На смену им придут новые средства связи, которые будут более эффективными и намного удобными. Эти изменения могут включать в себя использование новых технологий, таких как квантовая связь или нейронные интерфейсы, которые позволят людям общаться на совершенно новом уровне. Будущие средства связи могут включать в себя технологии, которые сегодня кажутся фантастикой. Например, нейронные интерфейсы позволят людям общаться напрямую, используя мысли. Это изменит не только повседневное общение, но и способы взаимодействия в профессиональной сфере. Так что, друзья, рассматривая прогнозы Константина Дорогана, которые указывают на значительные изменения, которые ожидают мир в ближайшие десятилетия. Уход мобильных телефонов в прошлое, прорывы в медицине и науке, а также изменения в мировой экономике будут ключевыми событиями этого периода. Эти изменения принесут как возможности для развития и прогресса, так и новые угрозы, к которым нужно быть готовыми. Астрологические прогнозы позволяют лучше ориентироваться в будущем и готовиться к грядущим вызовам. Они помогают нам понять, как космические влияния и события на Земле взаимосвязаны, так как и мы можем использовать эти знания для улучшения своей жизни. Поэтому, друзья, пусть эти прогнозы станут источником вдохновения для вас и руководством стремления к лучшему будущему. Важно встречать грядущие годы с мудростью, силой и открытостью к новым возможностям. Пусть наше знание о мире и его тайнах поможет нам преодолевать любые трудности и стремиться к гармонии и к просветлению. Вот такой, друзья, очень важной и ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Обязательно ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите ваше мнение, что вы думаете. Возможно, у вас есть свое видение, а возможно, вы видите это по-другому. Давайте вместе с вами делиться этими знаниями, чтобы люди как можно больше узнали о такой важной и ценной информации, что нас ждет в ближайшем будущем, и, соответственно, могли подготовиться, потому что даже владея вот этой информацией и понимая, что будет происходить в ближайшие 2-7-10 лет, вы можете понимать и знать, что вам нужно сделать, потому что мы даем определенные подсказки, как говорится, между строк.
Друзья, мы всем желаем прекрасного, чудесного дня. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.